Всем привет! Сегодня 29 января 2022 год. Приехал на участок посмотреть, какая здесь ситуация на полях. Вот, наличие снега и тому подобное. Ну вот, как видите, немножко снега у нас кинуло. Вот, ну хотя сейчас температура около нуля, сильный ветер. Вот сильные ветра у нас, как видите, вот где повыше на участке там поздувало, потому что участок возле поля. Ну и поговорим сегодня о весеннем внесении азотных удобрений по мерзлоталому, ну и не только, собственно, по мерзлоталому. В общем, поговорим о внесении селитры и карбамида. Вот. Сейчас поднимаются споры в профильных группах в Facebook и тому подобное, в соцсетях, о том, нужно или не нужно вносить азотные удобрения по мерзлоталому грунту. Многие те, которые говорят, что это неэффективно, аргументируют это тем, что его потом смывает, он стекает вместе с талыми водами и тому подобное. Вот. Ну, тут я скажу просто, что неправильно вносятся не в тот период готовности грунта вносятся удобрения, поэтому такие проблемы. Я прикреплю здесь видео, которое я снимал в прошлом году, где показывал, каким должен быть мерзлоталый грунт. Сейчас кратенько скажу, что это не мерзлоталый грунт, это грунт, на котором уже нет снега, на котором уже частично впиталась вода, вот, и который ночью замерзает, днем растает, и при этом получается сверху небольшая такая жидкая грязючка. Да? Вот в таком состоянии нужно вносить селитру, и тогда все будет отлично. Тогда не будет проблем, что ее смоет, вот, не будет она уходить во враги людям в колодцы, вот, или у вас на нижние участки поля, где будет избыток азота, а на других будет недостаток. Вот, просто нужно правильно вносить. А вносить я считаю, что нужно, потому что этим мы помогаем чесноку выйти из зимы, из которой он выходит ослабленным немножко. Вот, мы его стартуем, мы продляем период его вегетации в количестве дней. Вот, соответственно, за эти дополнительные дни, плюс что он подкормлен, за эти дни он активно вегетирует, соответственно, он становится больше, крупнее. И в конечном счете это у нас влияет на что? На количество и качество урожая, на размер. То есть это то основное, что нас интересует на выходе, качество нашей продукции. Вот. Поэтому я считаю, что вносить нужно обязательно, но, как говорят, вдумчиво. Вот. Как это буду вносить я? Это будет селитру я разделю на две равные части. Одну часть я внесу по мерзлоталому, вторую часть внесу вместе с карбамидом, где-то через 2-3 недели, возможно через месяц. Тут у меня больше ориентир будет не срок, который прошел после внесения по мерзлоталому, а то, возможно ли будет забароновать участки. То есть, если забароновать можно будет качественно, я от этого отталкиваюсь. Перед барановкой я вношу селитру карбамид, бараную. В идеале, если после баранования в течение нескольких дней пройдет дождь, тогда это вообще будет прекрасно. И можно будет сразу после этого вносить гербицид Стомп, который грунтовый. Вот. По количеству селитры у меня будет ориентировочно 200-220 кг на гектар. Карбамида будет где-то 70 кг на гектар. Вот такие примерно нормы. Вот. Ну, я считаю, что на этом экономить не нужно, потому что чеснок, скажем так, высокорентабельная и трудоемкая культура, и сэкономить вот те 100 кг селитры на гектар и потерять урожайность, я считаю, это не есть правильный ход. Вот. Если мы нормально чеснок подкормим, дадим ему старт, он нас отблагодарит урожаем, скажем так. Вот. И, соответственно, эти деньги мы отработаем. Как у нас говорят, не наився, не налижися. Экономить не нужно в этом плане. Вот. Лучше сэкономить на чем-то другом.
Вроде бы все, что хотел, сказал. У кого какие вопросы, пожелания, предложения, пишите в комментарии. Всем хорошей погоды, хороших урожаев и до новых встреч.